Глава 11. Авантюра. 5 элементов и 80-тысячный алхимический массив. Это, казалось бы, странное название имеет определенную логику. 5 элементов — металл, дерево, вода, огонь и земля и 80 тысяч встречающихся из них материалов. Мэн Ин, услышав объяснение Чутянь, немедленно возразила, но этот массив полностью нарушает здравый смысл и преобладающий железный закон алхимии. Железный закон не всегда представляет истину, поэтому и нарушаем. Чутянь продолжал стоять возле печи, а затем жестом пригласил подойти. «Подходите, это не намного сложнее, чем жарить стейк и варить суп». Так как Чутянь уже сказал, у Мэн Ин не было выбора, кроме как подойти. Бух. 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 Реакция в печи сопровождалась безумным грохотом. При нормальной работе массива можно было видеть только бесчисленные светящиеся руны, появляющиеся на поверхности печи стабилизатор. Независимо от того, сколько печь ревела, он оставался совершенно неподвижным. Примерно через 10 минут или около того звук постепенно стих. Хорошо, откройте печь прямо сейчас. Ни в коем случае, а если? Мало ли. Я даже не поняла, что происходит. Чутянь покачал головой, формула верна. Она была стабильной, эффективной, и частота отказов была практически равна нулю. Массив волшебный, стабилизированный мудростью многих десятков тысяч лет и магическим суперкомпьютером в качестве движущей силы, он творил чудо. Конечно, массив способен творить только из 5 элементов. Однако, само по себе изобретение было могущественным для этого времени. Чутянь вынул бледно-золотые таблетки. Вы видите, это называется линки-таблетки, одни из лучших лекарственных препаратов. Это значительно улучшает культиватор. Мэн Ин торопливо спросила, насколько сильна эффективность. Скажем так, насколько бы плохо у вас не было, одной таблетки достаточно, чтобы все исправить и нарастить энергию. Для культиваторов уже в царстве совершенного тела это может также массово увеличить силу своей элементарной энергии. Самое главное, что эта таблетка не имеет побочных эффектов. По всей стране самих таблеток полно, однако большинство из них с побочными эффектами. Даже вредные скорее, чем полезные. Таблетки, которые действительно могут помочь культивации повысить без побочных эффектов дороги и редки. Мэн Ин не знала, какую ценную таблетку они только что сотворили. Мэн Ин стала готовить следующую, нам нужно еще. Они одновременно проглотили по таблетке. Чутянь сидел, скрестив ноги, он почувствовал сильный жар в его животе, всплеск чистой магической энергии, идущий на все 4 конечности, а затем медленно в вены и артерии. Он достиг нового уровня. С этого момента, каждый раз, когда их магическая сила увеличивается, их скорость и сила также увеличиваются, он словно заново родился. Чутянь достиг 1-го ранга совершенного тела. Чутянь решил не останавливаться на достигнутом, ибо эффект таблетки продолжался. Он стал направлять энергию продолжать питать свои кровеносные сосуды, увеличивая свою магическую силу и культивацию. Начиная с 1-го ранга, проходя мимо 2-го ранга, едва добрался до 3-го ранга и остановился. Только 2 часа он прошел от 1-го уровня до 3-го, все тело стало в 3 раза сильнее. Когда Чутянь открыл глаза, Мэн Ин уже закончила. Она вскочила, чтобы обнять Чутянь почувствовал 2 мягкие медвежьи ладони девушки. Она была такой сильной для женщины. Вау. Я сплю. Пик 4-го ранга, мое культивирование на пике 4-го ранга. Спасибо. 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 Если Джиджи узнает, она обрадуется. Одна маленькая таблетка помогла Мэн Ин возрасти до 4-го ранга. Мэн Ин мечтала иметь 3-й ранг. Она так старалась, но не выходила раньше. Теперь ей открыты многие двери ученичества, как такое может не нравиться? Теперь прыгнула до 4-го ранга, не хуже Лааша, Чутянь действительно не врал. Таблетки, безусловно, очень полезные. Мало того, что эффект немедленный, так и побочных эффектов нет. Это было в 10 раз лучше, чем лучшие таблетки, которые она знала. Также эти таблетки превосходили стоимость производства. Даже за 1000 золотых их скупают в ожесточенных торгах. Род, контролирующий это, явно богат. Тихо. Это надо вернуть. Мэн Ин поспешила забрать печь и осторожно обняла его. Мы не можем позволить другим получить все бесплатно, Чутянь кивнул. Сама печь была бесполезной, но массив внутри него был совсем другой историей. Этого было достаточно, чтобы потрясти мир, привести к кровавым конфликтам. Массив просто не может оказаться в руках других людей, показалась заря. Они были в лаборатории 4 часа. Когда они вышли на улицу, было уже утро. Ах. Мэн Ин вдруг вздрогнула. Мы закончили. Чутянь задал вопрос. Что с большой реакцией? Мэн Ин беспокойно сказала, если Джиджи узнает, что я здесь была всю ночь, она меня высечет.
У них дома все было строго. Ее самое большое табу — оставаться на ночь. Надо идти сейчас. Надеюсь, Мен Цинбэу поймет. Несмотря на кажущуюся мягкость и тихий нрав, она страшна в гневе и наказаниях. Мэн Ин чувствовал о себя немного виноватой. Давайте спешить. Неожиданно резкий шум напал на нее. Фуф, после таблетки ее рефлексы ускорились, поэтому она отпрыгнула. Кто-то пытался убить их с Чу же спокойно отошел от стрелы, которая попала в деревянную дверь магазина. Еще секунда, и ему бы пронзили сердце, два охранника-юноши выступили вперед с натянутыми луками. Щи всем этим внимательно смотрел толстяк с перебинтованным лицом. Клан Е, Мэн Ин возмутилась. Выстрел посреди рынка возмутителен. Не боитесь общественного порицания? Как вы смеете говорить? Вам бы нужно было знать, чью собаку бьете. Охрана все подходила, удивившись на секунду Ин. Однако их лица тут же стали полны презрения. Я задавался вопросом, кто бы это мог быть? А это клан Мен. Это не тот любовник, которого вы купили случаем. Лицо Мэн Ин стало ярко-красным. А ну, прекратите. Е Фен продолжал. Я чувствую жалость к Мэн Цинву. Для того, чтобы Джан Ли Цин стал твоим учителем, она пожертвовала аноним. После 4 лет ваше совершенствование является низким, необразованные. У вас есть плохие оценки, низкие результаты и никаких достижений. Ну и что с тобой делать? Е Фен было 16 лет, но у него уже был 3-й ранг. Мэн Ин была просто гадким утенком по сравнению с ним. Однако теперь у нее был 4-й ранг, несмотря на унижение, она продолжала защищать Чутянь. Скажите, что вы хотите, я не понимаю. Чутянь, друг нашей семьи, вам не поздоровится, если нападете на него. Ефен разразился смехом. Ха-ха-ха, подобное пристает к подобному. Что же так? Может, ну его. Толстяк воскликнул. Молодой мастер, мы позволим им уйти. Ефен презрительно. Они нас недостойны, элитные наемники, которые здесь присутствовали, также были не слабы, 6-й уровень. Они начали медленно окружать двоицу. Мэн Ин сказала Чутянь. Не слушайте их, пойдем. В это время 2 наемника закрыли путь к отступлению. Когда Мэн Ин испугалась и впала в ярость, увидев большого и высокого наемника, что ты имеешь в виду под этим? Я не убью тебя, однако не дам просто так уйти, сказал Фен, издеваясь. Вы, ребята, сделали кое-что неправильно, так что вы должны заплатить цену. Теперь встать на колени и извиниться перед нашим дворецким. И тогда мастер будет щедр. Спасибо, мастер. Дворецкий обрадовался и сказал грубо. Встать на колени, я приму ваши извинения, мы должны извиниться перед лакеем. Мэн Ин с горячью сказала. Разве вы не чувствуете, что вы собираетесь зайти слишком далеко? А слишком далеко? Нет, нет, нет. Вы должны понять. Фэн слегка похлопал белоснежный халат. На этой земле справедлив тот, кто имеет большой кулак. Я и так милосердно поступил, разрешив вам жить. Чутянь разразился смехом, как будто он только что услышал смешную шутку. Лицо Фэн стало мрачным. Я сказал что-то смешное. Чутянь сказал. Вы открыли рот с мусором, закрыли рот с мусором. Откуда такие речи? Дворецкий сказал, наш молодой хозяин — величайший гений-алхимик во всем городе. Его учитель — глава Ассоциации алхимиков города, мастер Ли Чан Юн. Как вы смеете задавать такой вопрос? Чутянь разразился смехом снова. Вы умеете меньше, чем ребенок. Каждый мнит себя мастером. Его замечание шокировало всех. Ли Чан Юн, он — авторитет города Тяньнан в области медицины. Чу сошел с ума. Чутянь увидел, что Фэн начал злиться. Если вы, ребята, не согласны, то давайте матч по-честному. Давайте проверим, кто здесь мусор. Фэн вынес это достойно. Вы нанесете позор на себя. Просто ответьте, вы принимаете. Фэн сказал, вы бросите вызов сильному мастеру города. Естественно, проиграете, но вам скорее нужна слава, чем победа. Повидал я таких. Черт возьми, этот парень просто отвратителен. Мэн Ин чувствовала, что сейчас выплеснет из себя ужин. Если вы, ребята, хотите опозорить себя, то я буду рад помочь вам с этим. Но тон Фэна стал жутким. Существует Том, Дик и Гарри, которые хотят бросить мне вызов. Как бы мне найти время, если каждый хочет бросить мне вызов? Чутянь счастливо засмеялся. Как вы хотите играть? Я с удовольствием принимаю. Е Фэн вынул кристалл карты. Эта карта поможет снять 5000 золотом, моя ставка. Если вы проиграете, а у вас нет денег, то я хочу Ин. Не смей смотреть на людей. Мэн Ин немедленно вскипела от унижения и решила бороться с ним. Я как член клана Мен имею право на часть денег.
Вы сможете получить деньги в любой лавке компании. Фен не ожидал такой смелости. Хорошо, хорошо, хорошо. Так как вы, ребята, от всей души принесли 5000 золотых монет, я принимаю вызов. 5000 было достаточно, чтобы начать. Глава 12. Большой шаг. Вдруг откуда ни возьмись вышел рыжий гигант, похожий на медведя, и сказал: «Интересно, интересно, я приду, чтобы быть в качестве свидетеля». Сюн Тянь-Ян, главный старший алхимик ассоциации, этот парень имеет горячий темперамент и не боится идти даже против Ли Чан-Юн. У него нет сильных связей, но его старший брат знаменит в городе Тяньнан. Да и никто не осмелился бы обидеть его. Сильный, понимает алхимию, честный и откровенный, было бы трудно найти более нужного, чем Сяо Тянь-Ян. Лицо Фэна выразило равнодушие. Хорошо, теперь, когда мы имеем Сюн-старшего в качестве свидетеля, то нет необходимости бояться, что кто-то посмел бы отказаться от выполнения долга. Я честен как медведь. Сюн-Тянь выпустил медвежий смех, а его тело окутала красная магия. Те, кто нарушит правила, получат мой медвежий кулак, 9-й ранг совершенного тела. Другой эксперт, который находится рядом с пробуждением, его элемент, медведь, очень редок сам по себе. Его главным атрибутом является огонь, но он также владеет магией Земли. Атакует огонь, а защищает земля. Его наступательная и оборонительная природа дала ему высокий боевой потенциал. С ним будет трудно тягаться. Сюн Тянь-Ян стоял в центре, в то время как Чу и Фэн стояли по бокам толпы. Ну, правила просты. Один человек с каждой стороны придет и сделает таблетку, которая должна быть лучше другой. Кто сделает лучше, тот и выиграл. А теперь берите ингредиенты и вперед. Фен был радостным. Материалы, которые я хочу, у меня есть. Это кровавый корень. Начал быстро перечислять Сюн Тянь-Ян, был в это время поглощен изучением алхимии. Сразу видно, за что стоит в пятерке лучших экспертов города Тяньнан. Судя по материалам, Сюн Тянь-Ян знал, что Ефэн собирался сделать таблетку огненного гнева. Огненный лев — одно из любимых изобретений Ли Чан-Юн. Вряд ли тот знал об этом. Очень затратная таблетка. Таблетка увеличивает силу на пару часов в несколько раз, однако потом все встает на свое место и делает только хуже. Поэтому чаще одного раза в 3 месяца ее есть нельзя. Таблетка берет жизненные силы пользователя как основу. Опасно, но часто используется в момент опасности, тем самым делая его популярным товаром на рынке. После оглашения списка Фен со смешком спросил Чутянь: «А вы готовы бороться со мной?» Чутянь моргал глазами. «Вы не поняли, что я лично буду драться с вами?» Фэн был удивлен на мгновение. «Что вы имеете в виду? Вы хотите вернуть свои слова? Вас мастер Тюфяк раз воспитал такого слабака. Проще тебя побить, чем курицу кувалдой убить. Мин, бей его». Фен тут же вспылил. «Ты смеешь оскорблять меня?» Толпа возмутилась. Вторая дочь семьи Мэн был учеником Чжан Ли Цин. Чжан Ли Цин — эксперт в области талисманов, Мэнин была только ученицей. На большее она не способна. Это просто бред. Сюн Тянь-Ян удивился. Эта авантюра стоит 5000 золотых монет. Вы уверены в этом? Чутянь пожал плечами, говоря: «Мэнин изучила все в течение одной ночи со мной. Для мелкой сошки это более чем достаточно». Эти слова были слишком высокомерны. Люди годами изучают алхимию, чтобы стать мастером и знать все о ней. А тут какой-то юнец смеет утверждать обратное и идет против лучших алхимиков города. Чутянь было всего 16 или 17 лет, Мэнин подавила волнение ее сердца. Она вспомнила, что Чутянь держит все под контролем. Сюн Тянь-Ян ничего не мог сделать. Какие материалы вы хотите? Мэн-Ин чувствовала биение сердца, те же самые. Она тоже могла использовать изобретение известного алхимика, ведь Сюн Тянь-Ян не понимал, что они задумали, и не имел права спрашивать. Он мог только принести ингредиенты и песочные часы. Начнем. Песок в часах опустеет после 30-40 минут. Ограничение времени вызовет трудности. Мусор, смотрите внимательно. Сегодня я вам покажу. В то время как Фэн вынул таблетку, сунул в печь. Она была около полуметра высотой, фиолетово-золотистой, со сложными рунами. 4 духа, казалось, ее окружили, она испускала бледный лунный свет. Это флавретовая печь зверя. Эту печь использовал Ли Чан в молодости. Таблетки из таких печей очень сильны. При таком оружии он сокрушит любого. Мастера были удивлены. Флавретовая печь была медицинской редкостью, однако Мин по многим признакам поняла, что старый дьявол Чан дал ученику обычную печь, какие стоят в каждой аудитории.
Как они могли соревноваться, Сюн Тяньян покачал головой. Но и ее печь была обычной. Фен включил печь. Все ингредиенты превратились в порошок и полетели прямиком в нее. Внутри печи они красиво танцевали и переливались, образуя красивое сияние. Началось. Красиво. Люди приветствовали в подряд, Фен внимательно следил за печью. Все материалы были огнеопасными и могли запросто взорвать печь. Через 10 минут по всему воздуху разлился чудо-аромат, который заставил всех замереть от восторга. Мин также начала готовить таблетку. У нее была обычная печь, без запаса и чудо-методики. Она стабилизировала ее и стала готовиться. Вторая дочь Мэн, похоже, проигрывает, как она могла стать молодым мастером. Ей конец. Пока люди обсуждали ее, она вдруг объявила: «Я закончила». Вся публика удивленно воскликнула. Как? Мэн Ин фактически взяла на себя ведущую роль в создании таблетки. Не было ничего особенного, но так быстро Фен увидел цвет таблетки. У него сейчас будет самая высокая по качеству красная, а у нее какая-то блеклая, низкосортная. Мусор. По делам ей 10 минут спустя. Песочные почти закончили сыпаться. Фэн громко крикнул: «Все!». Малиновая красная таблетка вылетела из печи. У него получилась пурпурно-красная. Выше среднего. Он победоносно взглянул на Чутянь. «Ребята, вы уже все потеряли». Чутянь покачал головой, пока не сравнили. Ваги речи преждевременны. Ефен громко рассмеялся. «Хорошо, хорошо, хорошо. Я заставлю тебя признать. Старейшина Сюн, вы не могли бы определить качество 2 таблеток. Я считаю, что со способностью старшего Сюна он сможет определить качество на первый взгляд». Люди такого ранга и вправду могли на глаз определить качество. Сюн Тяньян сначала проверил таблетку Фэн, кивнул головой и сказал: «Это поистине гнев. Очищена и содержит незначительное количество примесей. Энергия, содержащаяся в ней, достаточно сильна, чтобы стимулировать волшебную энергию культиватора и дать возможность удвоить свои силы в течение короткого промежутка времени». Толпа зашумела. Никто не сомневался в честности старейшины Фен, был очень горд, что смог сделать такое в юном возрасте. Честь в порядке, Сюн Тяньян в душе явно не хотел его победы, поэтому почти безнадежно подошел к Мэн Ин. Мэн Ин добровольно отдала таблетку. Сюн Тяньян подержал ее в руке и вдруг почувствовал, неожиданно он затрясся и повернулся с испугом. «Я думаю, что результат уже понятен». Фэн не обратил внимания на выражение Сюн Тяньянь, самодовольно сказал: «Это само собой разумеется». Эти двое навлекли позор на себя. «Моя награда». Сюн Тяньян сердито заорал: «Закрой рот». Люди замерли. Фэн также застыл на месте. Сюн Тяньян медленно поднял бледно-красную полупрозрачную пилюлю и сделал глубокий вдох. За всю свою жизнь я не видел совершеннее. Она очищена почти на 100% и сильна магией. Она полностью впитает всю сущность из ингредиентов и без побочных эффектов. Она наивысшего качества. Ах, вся толпа была в шоке. Сюн Тяньян. Какая оценка? Сюн Тяньян продолжал, говоря: «Я могу сказать, что это не гнев. Они похожи, но это в 2 раза сильнее и лучше. Она сделана мастером и сильнее Ли Чан Юн». Люди чувствовали, как будто небо и земля перевернулись. Это правда. Девушка превзошла самого известного алхимика в городе. Глава 13. Самоуничижение. Сюн был очень любопытен, поэтому он не выдержал и сказал Мэн Ин: «Я хотел бы попросить мисс Мэн придумать и ввести эту новую таблетку». Что Чутянь увидел возможность и вышел, чтобы сказать: «Это называется багровый лотос, а его эффект аналогичен эффекту так называемого огненного гнева, но долговечнее и сильнее. Кроме того, менее суровые побочные эффекты. Человеку понадобится несколько дней на восстановление и все». Сюн Тяньян был глубоко потрясен. Багровый лотос могут конкурировать с гневом, побочные эффекты огненного гнева были гораздо сильнее, чем его польза. А теперь же появился намного лучший аналог и без вреда здоровью. Ли Чан Юн больше всего гордился этой таблеткой. Для него это будет шок. Сюн Тяньян чувствовал, как будто его кровь была в огне. Если Мэн Ин смогла сама ее сделать, то как же силен этот Чу? Нет необходимости объявлять победителя. Ян лично отдал кристаллическую карточку Фэн Мэн Ин. Мисс Мэн Ин создала такое чудо в таком молодом возрасте, что этот старый медведь чувствует безграничное восхищение. Пожалуйста, примите ваши трофеи. Невозможно. Вы, ребята, в сговоре. Ефен не мог принять такого результата, он метался в ярости. Услышав это, Сюн Тяньян пришел в ярость. «Я, Сюн Тяньян, честен и справедлив. Это вы видите во всем ложь.
Если не верите, то можете проверить медведя. Глаза Фен были в ярости. Вы, ребята, безусловно, обманываете меня. Или же, как мог это мусор бить меня? Это невозможно. Это абсолютно невозможно. Вы, безусловно, обманываете меня. Потеря денег не важно. Таблетка ударила его по самолюбию. Сюн Тянь-Ян был в ярости. Не сметь. Вам не по карману это. Невозможно. Фен потерял рассудок в своей ярости. Вызываю вас на дуэль. Мусор останется мусором. Ваши фокусы вам не помогут. Мэн Ин закричала. Тогда давайте. Я тебя не боюсь. Сюн Тянь-Ян собирался остановить их. У Фен был 3-й ранг. По счету Джан Ли Цин, только те, которые достигли 3-го ранга в возрасте до 18 лет, может стать его официальным учеником. Мэн Ин была лишь номинальным учеником, а значит, что у нее не было 3-го ранга. Чу Тянь томно зевнула, говоря, безответственно, не беспокойтесь. Фен яростно бросился вперед на пару шагов, он набросился в сторону Мэн Ин. Оба его кулаки светились тусклым белым магическим светом, она его унизила, тогда он будет использовать свой кулак, чтобы восстановить свое достоинство. Даже если он не будет бить Мэн Ин до смерти сегодня, то покалечит «Я лучший в городе Тяньнан». Фэн не удержался и использовал свою полную силу и послал свой кулак прямо в сторону головы Мэн Ин. У нее только 2-й ранг, как это возможно? Для нее было увернуться, умри, удар рассыпался. Фен даже растерялся. Стать лучше и избавиться от Мэн Ин. Так медленно. Это ты, мусор. Мэн Ин отбила атаку и засветила светом. Ногой запустив энергию в противника, Фен был не готов к такому и упал лицом вниз, как мешок картошки, пролетев 3 метра. Вау! Хорошо собаку побили, Чу Тянь преувеличенно кричал и приплясывал Мэн Ин. Мэн Ин сама опешила. Я выиграла, ни за что, я действительно выиграла. Чу Тянь подбежал и взял тонкие руки Мэн Ин и громко обратился к толпе. Кто еще осмелится обидеть ее? Храбрец, выходи. Мэн была в шоке. Публика, в том числе Сюн Тянь-Ян, все были ошеломлены. Мэн Ин сильная, это по меньшей мере 4-й ранг, впервые в городе такой талант. Кто еще посмеет сказать, что она мусор? Кто еще посмеет сказать, что она нищая? Кто еще смеет смотреть косо на Мэн? Все глаза окружающих людей постепенно стали проявлять страх и уважение. Мэн Ин казалось, что она спит. Все годы унижений позади. Ей хотелось плакать от счастья, сколько людей смотрели на нее сверху вниз, сколько думали о ней как о позоре, но сегодня она стала гордой, она всем доказала. Конечно, спасибо, Чу. Пока Мэн Ин была в ее мыслях, Фен вдруг встал, вытаскивая кинжал из-за пояса. «Я убью тебя». Холодное лезвие в сторону Мэн Ин, Сюн Тянь-Ян разгневался по-настоящему на этот раз. «Я все еще здесь». Мастер запустил в него магический кулак, а тот отлетел на несколько десятков метров, молодой мастер. Наемники спрятались. Дворецкий также струсил. Семья ей не забудет тебя. Так шумно. Катись. Сюн Тянь-Ян отправил дворецкого летать. Он ничего не боялся, ибо знал свой статус. Возвращайтесь и скажите Есюн, что город Тяньнан не его, пусть будет вежливее. Если захочет мести, то пусть приходит за мной одним. Мэн Ин чувствовала себя немного виноватой. Дядя Сюн Тянь-Ян, я очень сожалею. Мы натравили на вас клан Е. Ха-ха-ха, нонсенс. Сюн Тянь-Ян громко рассмеялся. Это не первый раз, когда я обидел, так что это не имеет значения. У меня есть к вам просьба. Конечно, мы будем делать то, что мы можем. Сюн Тянь-Янь посмотрел серьезно на Чу Тянь пристально, говоря, я хочу стать твоим учеником. Мэн Ин широко раскрыла рот от удивления. Сюн Тянь-Ян, он был исполнительным старейшиной ассоциации. Хозяин травяного рынка города Тяньнэн. Его брат вообще глава города Тяньнэн. Он может легко достать деньги, власть, статус и силу. Хочет стать учеником, где видано, чтобы известный миллиардер становился учеником бродяги, безумие. Я не принимаю учеников. Чу Тянь прямо отказал, почти не думая. Это в очередной раз шокировало всех. Сюн Тянь-Ян не только не разгневался, но, кажется, понял Чу. Сюн Тянь-Ян тревожно почесал голову. Почему? Просто притворитесь, что вы наняли телохранителя, вы должны знать, что вы уже разозлил клан Е. Нет необходимости, не возьму учеников. Я не передумаю по этому вопросу. Чу Тянь покачал головой, похлопал Мэн Ин. Е скоро вернется, чтобы отомстить, давайте быстро убираться отсюда. Подождите, я искренен. Я буду платить за обучение любую сумму, которую вы хотите. Под удивленными и восхищенными глазами Чу Тянь не оглядывался назад, покинул центр с Мэн Ин. После ухода Мэн Ин сказала, дядя Сюн очень хороший человек и силен. Если бы он был вашим учеником, то это было бы хорошо для всех нас.
Чутянь покачал головой. Я не люблю ограничений, к тому же, обучение или неучение зависит от судьбы. Если я в хорошем настроении, то дам хорошие советы, а если нет, то нет. Забудь про учеников. Это долго. Он даже не достиг нужного уровня пробуждения. Пробуждение выше всех стоит. Мэнин только закатила глаза и промолчала. Она достала 5000 золота с любовью. Мечта, даже если и половина, только 2 человека вернулись домой. В дверях старушка в платье подбежала. Все так волновались. Домработница Джао, что вы сказали? Джиджи уже знает. Домработница Джао вздохнула. Ах, моя мисс Мэн-Ин, на этот раз вы перестарались. Новость, что вас изгнали, пронеслась. Мисс Бэу ждала всю ночь. Я пойду объяснить. Домработница Джао горько сказала. Она очень зла и разочарована. Мэн-Ин топнула. Тогда отойдите. Она поймет меня. К ней вышел мужчина. Мисс Мэн Цин Ву приказала вас запереть, как только вы вернетесь. Капитан Мэн, о чем ты говоришь? Это приказ Мэн Цин Ву. Забудьте об этом, мне нужно видеть Джиджи. Мне очень жаль, но приказ есть приказ. Он был непреклонен. 2 горничные шли по обе стороны от Мэн Ин и начали уговаривать. Мисс Мэн Ин, капитан Мэн только следует приказу. Идемте лучше с нами. Ладно, ладно. Я знаю. Мэн Ин немного боялась капитана Мэн. Она угрюмо топнула ногой. Я просто пойду. Мэн Ин стоял. Капитан Мэн посмотрел на Чутянь строго, говоря, вы привезли ее. Мисс Мэн Цин Ву хочет видеть вас. Капитан Мэн был начальником охраны семьи Мэн и имел 7-й ранг. Его можно считать одним из немногих сильных людей в городе Тяньнан. Этот человек был чрезвычайно лоялен к семье Мэн. Чутянь ему не нравился. Если мисс Мэн Цин Ву хотела видеть его, то он мог бы также пойти посмотреть. Капитан Мэн привел его к небольшой палисадник. Входите. Он будет один, небольшой сад, расположенный в центре, был тих и спокоен. Там стояла высокая красивая девушка, которая была похожа на Мэн Ин. Ее вуаль, как белый туман, покрывала ее. Она спокойно стояла под домиком. Красота. Она была красивой. Любой цветок мерк на ее фоне. Волосы были тщательно уложены. Она выглядела красиво и благородно, с белой снежной кожей. От нее исходила какая-то приятная аура. Непревзойденная красота, обе сестры редкие красавицы. Дразнящий голос и красота, способная свергнуть государство, да и фигура хороша, великолепная грудь, пара длинных ног. Мэн Ин больше похожа на глуповатого ребенка, и ей не хватает женственности. Нэнгунь Юн была тоже хороша, но ее личность очень своеобразна. С другой стороны, элегантная и благородная Мэн Цин Ву. Гэм. Вы видели достаточно. Магнитный голос звучал рядом с его ушами. Глаза Мэн Цин Ву немного были неприязненны. Чутянь чувствовал, что он был немного резким. Мэн Цин Ву был не в настроении, он не хотел попасть в глупую ситуацию. Смиренный Чутянь приветствует мисс Мэн Цин Ву. Чем обязан? Мэн Цин Ву хмыкнула. Первое впечатление было уже плохим. Однако он был красавцев тоже, она спросила холодно. «Откуда вы приехали?» «Какие злые намерения, Кин?» «Мисс Мэн Цин Ву, вы не поняли». Это была мисс Мэн Ин. Это она привела меня в клан Мен. Можете ее позвать, чтобы объяснить. Чутянь изо всех сил старался казаться скромным и непритязательным, но это оказывается очень трудно. Мисс Мэн Цин Ву чувствовала ложь, 16-летняя девочка привела его сюда. Он необычный раб, он должен иметь скрытый мотив к Мэн Ин, и ее пара прекрасных глаз сразу же стала враждебной. Чутянь беспомощно вздохнул. Неудивительно, что мисс Мэн Цин Ву не хотела меня видеть. Это нужно исключительно для отправки в армию, чтобы наказать меня. Глава 14. Да Ся Цзе. Мэн Цин Ву словно лезвием по льду пригрозила Чу, и очень добрый и мягкий ребенок. Повзрослев, она поймет весь обман. Не смейте делать ей больно. Я не позволю вам ее обидеть. Чутянь был честен, поэтому с чистой совестью сказал, это недоразумение. Я, правда, ее не обижал и не планирую. Мэн Ин Ву холодно фыркнула. Так это не вы были сын всю ночь? Чутянь ответил, я, хлоп, подлокотники отлетели. Вы все еще смеете говорить, что ничего не сделали. Благородное и красивое лицо Мэн Цин Ву излучало волну гнева. Что вы там делали? Что ты сделал?
Чу Тянь праведно сказал: мы только вышли, чтобы заработать немного денег. Мисс Мэн Ин решила начать бизнес. Разве старшая сестра не должна поощрять такое? Как могла Мэн Цин Ву поверить такой наглой лжи? Конечно же, этот злодей обманул Ин, чтобы во что-то ее впутать. Лицо, способное уничтожить цивилизации, было сейчас очень сердито и зло. Хватит. Я дам вам еще один шанс сказать правду. Если соврешь, убью тебя. Чу был помрачен мыслью, что его неправильно поняли. Что же, такова природа людей — не доверять. Тогда что я здесь делаю? Мэн Цин возлилась пуще прежнего. Меня не волнует, что вы сделали, но вы слуга семьи Мэн. Вам надо бы было напоминать ей обо всем. Вас следует наказать поркой и выбросить вон. Ах, абсурд, она свихнулась. Неужели вы думаете, что я, слуга? Мэн Цин Ву произнесла с суровым выражением. Почему врешь? Нет. Мы пошли в отель. Чу Тянь злился теперь сам. Он решил поддразнить ее, поэтому и нарочно громко сказал: мы спали в одной комнате прошлой ночью. Ну, вы не можете действительно сказать, что мы спали. Вы должны быть удовлетворены этим ответом. Мэн Цин Ву побледнела и задрожала. Вы посмели сделать такой аморальный поступок. Ин всего 16 лет. Если я говорю, что ничего не делал, вы поверите мне. Чу Тянь глумился дальше. Вы не понимаете? Если такая информация просочится, то репутация Ин полетит к чертям. Да и нетрудно понять, почему коммерция Наньюн в разрухе, а с вами она близка к завершению. Заткнись. Как могла Мэн Цин Ву не заботиться о репутации своей сестры? Женщина хотела сохранить все в тайне. Я не буду молчать, Чу Тянь продолжал язвительным тоном. Такие люди, как вы, испытывали недостаток любви, когда росли. Они считают, что каждый человек есть зло и мерзость, все пошло и неправильно в этом мире. А такая чистая и наивная, как Мэн Ин, явно проблемна для вас. Достаточно. Мэн Цин Ву была в ярости, попыталась напасть. Несмотря на то, Мэн Цин Ву была занята деловыми вопросами и обладала плохим здоровьем, что замедлило ее культивирование, она все еще имела силу 4-го ранга. Она могла легко сокрушить 3-й ранг. Однако, Чу был особенным. Чу Тянь уклонился. Ха, мало того, что вы накручиваете себя постоянно, так вы еще и агрессивны. Кто на вас женится? Мэн Цин Ву продолжила попытки атаки. Чу Тянь увернулся от ее кулака. Он прыжком прижал ее к деревянной стойке за талию. Их тела оказались сплетенными друг с другом. Чу Тянь не мог не признать, что тело женщины было очень стройным и красивым. Интересно, каковы ее пределы? Мэн Цин Ву никогда не соприкасалась с кем-либо так близко. Это сбило ее с толку. И она поэтому стала колотить Чу руками и ногами, как сварливая жена. «Как ты смеешь, раб?» Возможно, эта женщина сошла с ума, напала на меня. Мэн Цин Ву была неопытной в военном деле, поэтому Чу легко блокировал все ее удары и прижал ее к столбу очень двусмысленно. «Отпусти меня». Однако Мен смогла выдавить из себя небольшой сгусток энергии и попасть в ногу Чу. Кровь начала хлестать из раны, рану обдало холодным ветром, а сам Чу покрылся потом. Повезло, что я увернулся быстро, иначе я умер бы без сына. В эту эпоху слишком много опасных женщин. Чу, как правило, не держал обиды, однако этот случай выбил его из колеи. Чу Тянь сильно замахнулся и врезал ей. Бам! Мэн Цин Ву стала мрачнее тучи. Этот подонок ударил. Ее чисток и благородное тело ударил какой-то слизняк. Мэн Цин Ву было страшно и хотелось закричать, но рука прикрыла рот. Она могла только издать стоны. Этот горячий и хорошо развитый организм отчаянно боролся с оружием в руках Чу Тянь. Ее глаза горели огнем, как будто она хотела сжечь Чу дотла. Судя по ее глазам, эта сумасшедшая женщина могла. Прекрасно, одна пощечина рассматривается как оскорбление, 100 пощечин также считается. Так как вы не слушаете, тогда я буду бить тебя, пока ты не поймешь. Я не верю, что не смогу укротить дикую лошадь. Чу Тянь снова ударил. Мэн Цин Ву чувствовала себя пораженной молнией, ее тело дрожало, а лицо покраснело. Впервые ее кто-то ударил, тем более так безжалостно. Странный ток пробежался по ее телу. Она замерла. Вы бы изучили ситуацию, прежде чем обвинять и искать виноватого. Вы думаете, что благородный раб. Вы получили по заслугам за нападение. Сам виноват. Чу Тянь ударил ее еще десяток раз, прежде чем она полностью отказалась от сопротивления. Мэн Цин Ву была богиней в сердце многих людей, а также очень сильной и властной женщиной. Мэн Цин Ву вдруг стала ощущать смешанные чувства от ударов. С каждым ударом ее тело реагировало все сильнее и сильнее, словно ей это нравилось. Да, она чувствовала странное удовольствие от ударов.
А глаза Мэн Цин Ву залились слезами, как у маленькой девочки. «Ты смеешь меня унижать, и я не позволю вам». А. Еще удар. Она была бессильна перед ним. Чу Тянь смело сказал: «Уважение должно быть взаимным. Если вы не уважаете меня, то почему я должен? Я знаю, что ты не можешь принять меня. Но оскорблять то зачем? Высокомерие. Слышите? Хватит истерики». Кто-то вошел в сад с шумом. Капитан Мэн привел людей в сад. «Быстро отпусти меня». Мэн Цин Ву начала паниковать. Если кто-то это видит, то завтра все узнают, Мэн Цин Ву обнималась с рабом. Это равно смерти для нее. Извинись. Вы — еще одна пощечина. Принести извинения. Хорошо. Почти плача сказала Мэн Цин Ву: «Я была слишком резко сегодня. Пожалуйста, позволь мне уйти. Мы обсудим этот вопрос позже. Ведь нормально». Чу Тянь увидел, что Мэн Цин Ву смягчила свое отношение и решил отпустить. Он сказал: «Какова гарантия? Я знаю, что вы придете скоро мстить. Я не хочу оставаться в этом месте больше. Я ухожу, позаботьтесь о сестре». Все тело горело огнем от боли. Однако женщина могла заметить, что и Чу сам хромает. Может, зря я его обидела, Мэн Цин Ву всегда была очень рассудительной и благоразумной. Кроме Ин. Она могла потерять рассудок при одной мысли о плохом. И тут кто-то ночью ее увел в неизвестном направлении. Гнев затуманил ей разум. Да, мы ошиблись в своем мнении. Однако он мог бы не оскорблять и не бить. Так что пусть проваливает, Мэн Цин Ву поправила одежду. А сама она почувствовала большой дискомфорт при ходьбе. Все болело из-за этого гаденыша. В это время капитан Мэн вместе с несколькими другими людьми подошли. Капитан Мэн был встревожен. Сюн Тянь Ян пришел в гости и требует увидеть мисс Мэн Ин. Он сказал, что у него есть важные дела с ней. Исполнительный директор ассоциации Сюн Тянь Ян? Да, именно этот человек. Какая важная шишка сюда пришла, Мэн Цин Ву решил отложить месть Чу. Сюн Тянь Ян не только главный исполнительный старейшина ассоциации, его власть также достигла пика 9-го ранга совершенного тела. Кроме того, он сильный воин и обладает огромной властью в городе. Важная причина должна быть у него. Мэн Цин Ву решила немедленно идти к нему. Сюн Тянь Ян ходил взад и вперед в комнате для гостей, где находится Мэн Ин. «Я хочу ее видеть». Мэн Цин Ву произнесла: «Огромная честь вас приветствовать, старейшина». «Что привело вас сюда к моей сестре?» Сюн Тянь Ян сказал прямо: «Это не терпит отлагательств. Я хочу стать учеником Мэн Ин». Слова Сюн Тянь Янь почти вызвали у нее сердечный приступ. Глава 15. Слишком поздно для сожалений. Сюн Тянь Ян был обладателем 5 статусов. Во-первых, 9-й ранг. Во-вторых, он был хорошо известным алхимиком. В-третьих, он был старейшиной ассоциации алхимиков. В-четвертых, он младший брат генерала Сюн Бинга. И в-пятых, он был крупным акционером в Тяннан и обладал огромными ресурсами. После того, как он разбогател и отхватил такой огромный рынок, стало трудно подружиться с таким человеком, как Сюн Тянь Ян. Теперь, когда Сюн Тянь Ян лично посетил их для того, чтобы стать учеником Ин, Бэу не могла найти себе места. Невообразимо. Трудно поверить, если такой союзник будет у дома Юн, то какой псих осмелится подойти к ним близко? Сюн Тянь Ян долго думал об этом. Тянь был настоящим экспертом. Но, как Чу Тянь не принимал учеников, то почему бы не стать учеником Мэн Ин? Она все знает от него. Что может сравниться с возможностью получить знания о передовых методах алхимии? Один из 3 человек научит других косвенно или напрямую — Конфуций. Кроме того, Мэн Ин в таком молодом возрасте была уже на 4-м уровне. Она явно талантливее Сюн Тянь Ян. Мэн Цин Ву была подозрительной, семья Мэн невелика. Моя сестра слишком молода и неопытна. Вряд ли даже достойна быть вашей ученицей. Сюн Тянь Ян ударил по столу. Вы, женщины, слишком привередливы. Я не уйду отсюда до тех пор, пока не стану ее учеником. Медведь будет шарахаться по всей округе. Мэн Цин Ву была очень осторожна. Интриги тому способствовали. Она решила пока что все проведать. Мэн Ин только вернулась домой и отдыхает. Она спит. Тогда я подожду. Вы не должны ее беспокоить. У меня много времени. Сюн Тянь Ян такой важный.
как он мог быть настолько бесстыдным? С другой стороны, Сюн Тяньян помогал клану первое время на рынке алхимии. Тем не менее, Мэн Цинву считает, что не существует такой вещи, как бесплатный обед. Надо во всем разобраться сначала. Госпожа, к вам мисс Нангунь Юн и мастер Чжан Ли Цин пришли. На одном дыхании выпалила вдруг Джао. Кто Юн, Чжан Ли Цин, Мэн Цинву запуталась, а в голове была сплошная каша из мыслей. Сюн Тяньян был уже большое дело, а тут еще двое. Что происходит? Как связаны эти события? Юн — единственный ребенок в семье мэра с удивительным талантом. Огненный феникс прославил ее на весь город. Она предназначена быть элитой среди элит. Ее потенциал безграничен. Чжан Ли Цин — один из самых влиятельных людей в Тяньнан-Сити. Он изучает свои талисманы у себя в башне всю жизнь. Профессионал. Даже мэр его уважает и в ножки клонится. Давно он не имел такой чести. Мэн Цинву лично вышла к гостям и слегка растерялась. «Мастер Чжан, мисс Юн, простите за столь долгое ожидание». Мэн Цинву снова посмотрела на старика. Конечно же, это был Чжан Ли Цин, она не выдержала и спросила, что происходит? «Ин что-то». Чжан Ли Цин слегка улыбнулся, покачал головой, было недоразумение. «Надеюсь, вы не приняли близко к сердцу». Мэн Цинву была счастлива. Может ли быть так, что он готовился принять Мэн Ин обратно? Нангунь Юн прервала всех. «Сестра Мэн Цинву, мне кажется, вы что-то не договариваете». Сердце Мэн Цинву екнуло, она вспотела, что я сделала не так. Когда она успела ее обидеть, Мэн Цинву было немного страшно. «Мисс Нангунь, пожалуйста, просветите меня». Юн небрежно произнесла: «Вы нашли профессионала». Так почему девушка все еще под опекой? Вы хотите оскорбить старика? Чжан Ли Цин также удручающе кивнул. А. Мэн Цинву ничего не поняла. Какой профессионал? Старик? Она честно сказала: я не понимаю. Хватит притворяться. Мы уже знаем. Нангунь Юн бросила тяжелый мешок на пол. Это 12 тысяч золота. Я наскребла их отовсюду. Где Мэн Ин? Я хочу вкладывать деньги, я хочу купить акции, я хочу работать вместе с ней. Нангунь Юн хотела работать с Мэн Ин. Семейный клан Юн был образцовым военным и политическим дворянским родом. Вольный клан, и они никогда не сравнятся. Как дочь мэра, Нангунь обладала огромными возможностями. Ее слова имели достаточный вес для того, чтобы ее слова вызвали огромное волнение среди населения города. Также она была очень талантливым ребенком, до 18 лет достигла высоких результатов в боевом искусстве. Редкий человек желал с ней встретиться. Очень загадочная девушка, логика которой не всегда ясна. Даже Мэн Цинву не могла ее понять. Этот старик пришел вот для этого. Чжан Ли Цин вынул свиток и передал его Мэн Цинву. Это план-чертеж каменной кожи. Я отдам это вашему клану. Мне не нужны деньги или проценты. Вот это да, Мэн Цинву была в шоке. Ее голова это медленно переваривала. Чжан Ли Цин сказал с улыбкой: вашему клану это нужнее. Мне нужно только увидеться с Синычу. Эй, а я? Вы должны дать мне ответ. Нангунь заявила о себе. Пожалуйста, пожалуйста. Мэн Цинву очнулась и сказала: Мэн Ин только что уснула. Может, вы чай попьете, а я пока переговорю с Ин? Конечно, мы подождем ее. Юн кивнула головой. Тем не менее, я скажу не самые приятные слова, но все. Я чуть ли не трусы продала ради этой суммы. Не разочаруйте меня. Иначе я сделаю многих людей несчастными. Сердце Мэн Цинву стукнуло. У нее не было выбора, кроме как улыбаться. Да, мисс. Оба сели в главном зале. Мэн Цинву побежала искать Мэн Ин. Она распахнула дверь без стука. Эта серия событий была слишком ненормальной. Она должна разобраться от начала до конца. Мэн Ин, что не знала о том, что происходило снаружи. Наконец, она нашла ее. Мэн Цинву спросила: что случилось вчера? Быстро расскажи мне. Мэн Ин честно ответила: я продавал стейк с Чутянь. Мы пошли на алхимический рынок. Только? Да, а что? Мэн Цинву продолжала сыпать вопросами. Почему старейшина Сюн хочет стать вашим учеником? Почему Юн хочет инвестировать? Почему Чжан Ли Цин здесь у нас? Что происходит? Ах, ты уже знаешь. Я хотела сделать сюрприз. Так как вы уже знаете, то я расскажу вам.
Мэнин соскочила с постели босыми ногами, бегая от радости, сказала. То, что произошло прошлой ночью, было самое необычное за 10 лет, Мэн-Ин начал описывать. Мы продали стейки и столкнулись с головорезами клана Е. Потом была дуэль. Чутянь выиграл 5000. Вы не знали. Фен Е разозлился. Я его побила. Вы выставили меня в новом свете сейчас. Мэн-Ин все еще скакала. Мэн Цин Ву провела по ее запястью. Многое возможно, но не это. У нее 4-й ранг. Такой же, как у нее. Мэн-Ин принесла кристаллическую карточку, сказав, «Это моя награда. Сестра, пожалуйста, посмотрите. Это предназначено для продавцов. Карточка помогает совершать покупки в любом магазине страны. Также с нее можно снимать деньги в любом банке. Минимальная сумма депозита для этих кристаллов — 1000 золотых, а это 5000 золотых. Чутянь, все вращалось вокруг Чутянь. Кто этот ублюдок Чутянь? Он не врал. Он действительно пришел у Мэн-Ин, чтобы заработать деньги. Он действительно привел Мэн-Ин к гостинице, но они шли в алхимическую комнату. С самого начала и до конца он всегда помогал Мэн-Ин, пока она его не прогнала. Мэн Цин в рассеянно села на табуретку. «Где вы нашли этого человека?» Мэн-Ин широко улыбнулась, говоря с довольным выражением лица. «Я купила. Что не так?» Мэн-Ин гордо подняла голову, словно совершила сделку века. «Я купила его из невольничьем рынке. Эй, кстати, где же этот парень? Почему он не пришел искать меня?» «Это плохо. Он от меня убежал». «Как? Где он? Приведи его. Он живет в небольшой комнате на кухне». Мэн-Ин быстро повела сестру в маленькую комнату Чутянь. В комнате было пусто и безлюдно. Чутянь давно ушел. Мэн-Ин немедленно все обошла и закричала. «Куда он пошел?» Мэн Цин Ву чувствовала себя очень виноватой. «Это моя вина. Я думала, что он использует вас. Он такой импульсный был. Я случайно ударила и ранила его. В гневе он сказал, что собирается уйти, я не знаю, куда он пошел». «Что?» Глаза Мэн-Ин стали красными. Не в силах сдержаться, она расплакалась. Он помог мне в меру его возможностей. «Сестра, как вы могли обвинить хорошего человека так несправедливо?» «Я защищала тебя», Мэн Цин Ву было душно. Она не могла ничего сказать больше. Она смотрела на оставшиеся лампочки, сковородки и кастрюли. Она посмотрела на массив воздуха и печки. Она не знала, что это такое. Но она уже поняла, что сделала что-то глупое. Самая глупая вещь, которую она когда-либо делала в своей жизни. Она прогнала необыкновенный талант, гения с небес. Мэн-Ин была растерянной. Она не могла больше обвинять сестру и скучала по Чу. Он был необыкновенным. Чутянь помог мне в меру своих способностей. В конце концов, он не получал никакой благодарности. Он, наверное, очень разочарован и убит горем. Мэн-Ин было очень печально все это осознавать.